Главные новости сегодняшнего дня. Наконец-то вчера вечером произошло то событие, о котором в последнее время только и говорила российская общественность и писала центральная пресса. Певец Ярослав Дронов, больше известный под именем Шаман, после года романтических отношений сочетался в законном браке с чиновником Екатериной Мизулиной. К сожалению, свадьба прошла в закрытом формате. На праздничное гуляние не допускали журналистов с камерами, а певец Шаман и Екатерина Мизулина даже не сообщили своим подписчикам о судьбоносном событии. Праздничное гуляние началось в 18:00 по местному времени. К московскому ресторану подъехала свадебная карета с певцом Шаманом и Екатериной Мизулиной, а также несколько иномарок с гостями. Свадьба проходила в московском ресторане «Прага», который уже давно не работает. Однако для Екатерины и Ярослава было сделано исключение. Свадебное гуляние проходило в центральном зале ресторана. Праздничное меню поразило своей скромностью. В нем не было никаких изысков, а только лишь исконно русская кухня. Картофельные оладьи, борщ, винегрет, блины, долма, бефстроган, гороховый суп, сельдь под шубой, оладьи, бигос – все это подавалось гостям в неограниченном количестве. Ну а близкие друзья невесты Екатерины Мизулиной, известные повара с Алтая, преподнесли молодым и гостям свой экзотический подарок. Это фирменные блюда, заячьи ушки в маринаде и медвежья печень. Гостей обслуживали официанты в форме матросов, а охрану составили бывшие участники спецоперации, личные друзья певца Шамана. Молодые Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина отказались от алкоголя, а гостям подавали элитное спиртное, водку «Сталин» и коньяк «Суворов» по 6000 рублей за бутылку. Музыкальную часть программы составили известные артисты шоу-бизнеса, друг певца Шамана Григорий Лепс, сын Михаила Круга и Ирина Круг, группа Иванушки Интернешнл и Руки Вверх. Не обошлась свадьба и без необычных событий. В тот момент, когда Ярослав Дронов нес свою невесту на 3-й этаж ЗАГСа, Шаман поскользнулся на 2-м пролете лестницы и чуть не упал. Однако в последний момент он удержал на руках Екатерину Мизулину и устоял сам. Во время регистрации брака певец Шаман надел кольцо не с первого раза. Сначала он выронил его, но Екатерина не растерялась и тут же подняла обручальное кольцо. К сожалению, это считается плохой приметой, однако молодые не стали обращать внимания на подобные мелочи. В интервью прессе Екатерина Мизулина призналась, что еще в юности ей снился мистический сон. Ее избранником должен стать блондин с голубыми глазами. По всей вероятности, тайная мечта Мизулиной сбылась. Надо отметить, что певец Шаман старше своей жены на 7 лет. Ярославу 33, а Екатерине 40. Для Ярослава Дронова это 3-й брак, а для Екатерины 1-й. Основную часть гостей на свадьбе составляли близкие друзья родные Екатерины Мизулиной и певца Шамана, а также известные артисты. Также Ярослава Дронова и Екатерину поздравили коллеги певца Шамана по антикоррупционному комитету, ведь певец Шаман уже на протяжении целого года с перерывами работает в организации. От лица комитета Екатерину и Ярослава поздравили следующие сотрудники, известные артисты. На свадьбе появились Ирина Аллегрова, Ирина Муравьева, певец Александр Новиков и актер Сергей Никоненко. Сотрудники комитета подарили Ярославу Дронову и его супруге новый снегоход. Екатерина и Ярослав являются большими любителями экстремального спорта, а также турпутевку на остров Сахалин. По некоторым данным, Екатерина Мизулина давно мечтала побывать в этих краях.
К сожалению, очень болезненно перенесла новость о свадьбе певца-шамана его партнерша по опере «Князь Владимир», молодая артистка Асият Сайгидинова. 22-летняя девушка на протяжении почти целого года работала на репетициях вместе с певцом-шаманом и испытывала явную симпатию к известному артисту и наверняка рассчитывала на большее. Во время свадьбы произошло и чрезвычайное событие. Прямо во время свадебного гуляния певцу-шаману позвонил президент. Он лично поздравил Ярослава Дронова и Екатерину с судьбоносным событием. Пресс-служба комитета сообщает печальные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Накануне в Средиземном море у западных берегов Израиля перевернулся и затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 10 известных артистов Московского еврейского театра под названием «Шалом». Известные артисты приехали в Израиль для корпоративного музыкального концерта, посвященного дню рождения известного бизнесмена Салуя Банута. Праздничное гуляние проходило сначала на берегу, а потом на прогулочном катере. Причиной несчастья стало сильное волнение в Средиземном море и неполная исправность катера. К сожалению, все 10 артистов погибли, их найти не удалось, включая главного режиссера театра и музыкального директора. К тому же погибло 6 членов команды. Вечная память прекрасным артистам. Ну а теперь переходим к другим новостям. Антикоррупционный комитет и прокуратура Российской Федерации отправила в следственный изолятор известную российскую журналистку и телеведущую Екатерину Барабаш. 55-летняя журналистка обвиняется в распространении ложной информации о спецоперации и комитете. Екатерине Барабаш грозит 7,5 лет лишения свободы. Сегодня день памяти известного политического деятеля Бориса Немцова. Ровно 10 лет назад, в 2015 году, Борис Немцов трагически ушел из жизни. К сожалению, еще одна печальная новость из мира культуры. Сегодня утром ушел из жизни известный российский, советский и белорусский актер и кинорежиссер, сын телеведущего Григория Озаренка Юрий Озаренок. Режиссеру Юрию Озаренку было 60 лет. Он скончался после долгого и тяжелого заболевания. Юрий Озаренок как актер снялся в 7 кинофильмах, а как режиссер работал над 15 киноработами. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.